Несмотря на то, что тут тоже довольно много там, мигрантов, афроамериканцев, район на самом деле очень прикольный. Я иногда в тапочках выхожу, там за месяц счет пришел почти на 500 евро, и я такой... Я узнал про возможность релокации в медовый месяц. Волнительно, наверное, в целом весь переезд, да, и для любого человека это страшно, да, ты едешь куда-то, где ты никогда не был. На протяжении последнего месяца мы активно с вами рассматривали все нюансы, плюсы и минусы релокации на Солнечный остров. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что сегодня мы познакомим вас с 3 релокантами, кто уже достаточно давно живет на острове и прошел сам этот непростой путь. Но сначала подпишитесь на наш канал, поставьте лайки и оставьте свои истории о переезде, нам будет интересно их почитать. А также, если у вас есть какие-либо вопросы по релокации, пишите нам в комментариях под этим видео, мы обязательно на них ответим. У Дмитрия очень интересная история переезда на Кипр. Потому что это не он выбрал релокацию, а релокация выбрала его. В начале 2022 года Дмитрий приехал на Кипр всего на месяц и даже не подозревал о том, что Кипр станет для него новым домом. Сегодня он поделится с нами секретом, как начать жизнь в новой стране, имея на руках лишь ручную кладь. Это одна из комнат, там потом покажу еще задний двор. Мы сняли жилье месяц назад, в феврале 23-го. Вот, тут у нас 4, если с этой, то 4 комнаты, то есть вот одна большая зала. Условно там комната моя как офис, когда я удаленно работал, комната девушки, когда она удаленно работала, и спальня еще. Аж 3 туалета, 3 санузла. Да, у нас один для кошки отдельно, поэтому все неудобства вообще закрыты. Ну и для гостей там, если что. Поэтому да, нам нравится, в принципе, то, что как нулевой этаж. Там есть паркинг, машина там стоит. Сколько платите за квартиру? 1800. Плюс коммунальные услуги. Плюс коммунальные, да. Было... еще из такого, если забавного, то тут есть полы с подогревом. И когда мы как раз заехали год назад, и тогда была зима довольно холодная. Вот это и та зима, они очень разные. И по счетам за коммуналку тоже. И мы когда заехали, были просто на другой квартире, там, где просто отапливали как кондером. То есть было интересно посмотреть, как это, полы, как они тут работают, и насколько это экономно и неэкономно. Мы, месяц топили. В принципе, было комфортно, да, потому что они нагрелись, ты их потом выключил, все хорошо, но в итоге мне потом за месяц счет пришел почти на 500 евро, и я такой, ладно, будем по старинке кондиционером. Из интересного то, что эта квартира, она как-то отличается там от тех, которые мы жили раньше, которые мы смотрели, потому что тут хозяин, он русскоговорящий, и ремонт, в принципе, тут делали тоже, условно, там, кто-то, там, люди с Молдавии, с Литвы, то есть они условно делают, как для нас больше привычно, то есть там фильтр для воды есть, там большой холодильник, есть розетки в ванных комнатах, то есть... Да ладно, это вообще эксклюзив, на самом деле. я ж про это и говорю, да, поэтому такие казалось бы, это мелочи, но они дополнительный комфорт дают и удобство. Прошлые жители тут довольно долго жили, у них там бойлер работал, мы когда заехали, он чуть-чуть поработал, потом что-то с ним случилось, у нас там нужно было замену делать, но хозяин все за свой счет делает, то есть он бойлер поменял, он поменял кондиционер в моей комнате, потому что он предыдущий тоже был старенький и не работал. Поэтому, это, круто. Что пришлось докупать в эту квартиру? На самом деле, из мебели ничего. Ладно. Я себе там собрал рабочий кабинет, то есть большой стол, там кресло. Это я докупал. Так, в принципе, по мебели тут все было. Чашки, ложки, вилки, это все тоже. Там может быть по мелочи какую-то там кастрюльку поудобнее, каких-то мисочек еще парочку. Но в принципе тут все есть. Очень много шкафов, все вещи, все коробки, все что угодно можно разместить, ничего, ты не паришься, места не хватает, тут хватает на все. Дима, есть ли в пешей доступности продуктовые магазины и аптеки? Да, тут есть
Сейчас я так подумаю. Наверное, 2-3 аптеки, ну вот, условно, там, в равной удаленности от дома, там, минут, не знаю, 7, может, пешком. Продуктовый, ну, есть метро, не знаю, наверное, это популярная штука. Есть прямо, ну, вот эти все периптеро, на Кипре популярны. Тут вот 2 минуты, я иногда в тапочках выхожу, там мне что-то быстро надо купить, выбежал, взял, и все нормально. Ну, то есть район, на самом деле, очень прикольный. Что было самое сложное с учетом такой внезапной релокации для тебя? Я знаю, что ты на 3 месяца уезжал в Польшу и вернулся сюда, на Кипр. Почему? Расскажи немножко. Да, ну, скажем так, в Польшу это такое... Это была, не знаю, спонтанно, нервно, незапланированно запланированная поездка, потому что, ну, то есть, условно, война началась, все в панике, потом ты апрель месяц, ты думаешь, да нет, а вот уже скоро закончится, наверное, и вот тут что-то Кипр как-то не... Ну, то есть, условно, сначала Кипр, он не то чтобы не понравился, было непривычно довольно. Потому что, ну, другой климат, люди и остров, в принципе, то есть, ну, непривычно. Ты его не понимаешь, ты не выучил его, не разобрался, там, ну, условно, там, нам нравилось в Украине там ходить в заведения, у нас были там наши любимые в городе, и здесь этого всего, ну, сейчас мы уже знаем, что оно есть, тогда было непонятно. И вот, ну, как-то вот все, вот, плюс ситуация, в принципе, эмоциональное вот это состояние, не располагалось. Соответственно, мы думаем, ну надо, короче, наверное, это все закончится скоро. Давай-ка мы на 3 месяца, то есть мы 3 месяца ровно там, примерно, да, 15 мая мы полетели в Польшу на 3 месяца. И думали, что с Польши там типа раз-раз, все заканчивается, и мы уже домой. Но когда мы летели в Польшу туда, я понял, что, наверное, домой мы не поедем, и непонятно, что нам куда дальше делать. В Польше мы пробыли, 3 месяца. У нас было запланировано там такой условный тур по месяцу в 3 городах. Это была Познань, Лодзь и Варшава. Было прикольно, интересно, но я так посмотрел на это все, и я понял, что, как-то на Кипре, необычно, и когда мы уже улетали, условно, прямо перед отлетом, уже словили какой-то комфорт, скажем так, и я так думаю, наверное, может, мы вернемся, и надо просто немножечко еще больше времени там на адаптацию, доразобраться, доисследовать, и оно зайдет. И на самом деле так и получилось. То есть ты приезжаешь назад, хотя это было лето, то есть мы вернулись в августе, кажется, 8 августа, и, тебя как бы обдает жара, но ты там вспоминаешь эти запахи, эти улочки, у тебя сразу какие-то ассоциации, потому что оно было сильно на эмоциях уже завязано тогда, и ты начинаешь это все вспоминать, и такой, классно, да, прикольно. Море, все это, растения, птички, классно было, поэтому мы решили вернуться, и, да, в принципе, не пожалели. То есть, если выбирать было еще выбирать Польша, Кипр, но сделали выбор в сторону Кипра, и мне кажется, мы не ошиблись. А что самое сложное было для вас при релокации сюда? Из сложного, опять же, то есть было проблематично перестроить планы. Нужно было, наверное, план Б в принципе какой-то себе придумывать, перевести каким-то образом вещи или часть вещей каких-то необходимых, найти нормальное жилье. Потому что, то есть, забавная история, мы, когда начало войны, мы живем 2 недели в квартире, которую нам выделила компания, а потом нам нужно было съезжать, потому что, условно, квартиры было ограниченное количество, и это было своего рода как хаб, потому что, то есть, те, кто выезжали из страны, они сюда прилетали на какое-то тоже время, и там думали, им дальше оставаться, либо куда-то, идти дальше. И, соответственно, квартиру нужно было искать. Нас же, там было довольно много тут сотрудников, и мы, в общем, так вышло, нас было 7, и мы нашли квартиру. Я понимаю, что сейчас, что это был уже, конечно, ужасный оверпрайс и очень странная квартира, но не суть. Тогда нам было все равно. Мы на 2 месяца нашли квартиру, но я ее называю общага, потому что это была 2-этажная квартира, 4 спальни. У нас там, у нас есть кошка, и там у нас еще был кот, и потом еще к нам приехали еще там люди, тоже с котом. Короче, у нас было 3 кота,
4 спальни, маленькая кухня с маленьким холодильником. Ну, это такое, конечно, формат студенчества на самом деле был. Было много что некомфортно, там плохой напор воды, неудобные ванны, короче, вот много чего было неудобно, но вот компании такой было прикольно, то есть в чем-то. Но опять же, мы понимаем, что там для долгого проживания, ну, это вообще не вариант. Соответственно, мы потом как раз так получилось, что мы в Польшу полетели, вернулись, заехали на квартиру, ну, если без подробностей, то мы просто поменялись с друзьями, они полетели вместо нас в Польшу, а мы заехали в их квартиру однокомнатную и вот жили. Но опять же, не подходило, не устраивало. Хотелось что-то другое, но было непонятно, где, как и что искать. То есть мы только через время нашли, там, нам подсказали риэлтор, который там давно жил в Украине, теперь она здесь, и вот через нее удалось найти уже, ну, посмотреть там несколько вариантов и найти вот то, что действительно подходит. В вопросе релокации большую роль играет именно найти то жилье, которое вам подходит, потому что, ну, как бы это закрытие, скажем так, основы вот базовых моментов. А потом уже адаптация, то есть поиск какой-то рутины, подстроить быт под, ну, вот как-то под себя. Это вот уже потом оно наслаивается на то, когда вам комфортно жить вот в какой-то квартире. Чай очень вкусный. На самом деле просто там что-то лавандовый Липтон. Так, а мы снимаем или нет? Хорошо. Ты сказал, что было много необычного на Кипре. А что именно необычное для вас при релокации? Что стало сюрпризом и что было необычным? В Украине ты привык, было такси довольно дешевое, то есть много где ты перемещаешься. Либо такси, либо, ну, общественный транспорт тоже, если там нужно, по ситуации, всегда можно найти. Здесь есть только автобусы, которые там по конкретным маршрутам ездят. Нужно было приспосабливаться, изучать, либо же автомобили, да, то есть тут, ну, наверное, там все постоянно про это говорят, то есть тут без автомобиля на острове довольно сложно, но если ты хочешь именно путешествовать или там ездить куда-то где-то по каким-то локациям. Опять же, то есть если говорить про транспорт, сами тротуары, здесь, ну, пешеходные зоны, они как-то немножко не так... Ну, может быть, у киприотов понятие про пешеходную зону немножко другое, да, то есть, типа, в принципе, где можно проходить, много где заставлены машины, приходится там протискиваться. Нам нормально, но я там думаю про там людей с детьми, когда они там с колясками, это, наверное, для них такая большая боль. И, опять же, к этому нужно быть там готовым и приспосабливаться. Следующее, ну, например, то, что вода, да, то есть горячая вода, ее, ну, либо она нагревается от солнечных панелей, либо ее нужно греть отдельно бойлером, и нужно время, чтобы она нагрелась, и нужно там время, чтобы там прошла холодная вода, ну, то есть это уже такая тоже рутинная процедура, когда тебе нужно пойти в душ, у тебя есть определенное приготовление до, чем просто ты включил, у тебя горячая вода. Наверное, поначалу это доставляет какой-то дискомфорт, потом, опять же, то есть люди ко всему привыкают, и ты тоже к этому привыкаешь, и для тебя это уже нормальный такой процесс. Ну, кухня, ну, то есть сами заведения, если говорить про, ну, вот классические вот таверны, тоже, то есть это довольно там специфическая и подача, и там сервис, уровень обслуживания. Он, ну, не сказать, что он как бы он плохой, он просто другой. Везде есть свои плюсы и минусы, и вот просто, опять же, нужно время на то, чтобы понять, как это все тут работает и в каком виде, там, что ожидать от этого, скажем так. А в чем ты можешь объяснить разницу между сервисом в Днепре, описать, и разницу между сервисом на острове, на Кипре? Например, если говорить про... Ну, если нужно, не знаю, там, опять же, там, бьюти-индустрия, да, то есть, понятно, там, девушка... Сначала были сложности найти салон, либо же там мастера по маникюру, педикюру, кто сделает хорошо и нормально, и чтобы не за все деньги мира было. То есть, довольно болезненный вопрос. Для меня тогда вопрос, ну, условно, из бьюти-индустрии ничего, наверное, не стояло, потому что у меня тогда были длинные волосы, я тогда не стригся ничего, но я проходил, я смотрел там какие-то барбер... Ну, там, опять же, я сравнивал, то есть ты постоянно сравниваешь, если там в Украине, в Днепре барбершопы, это просто там, типа, это все классно, там, типа, супер крутые мастера, ты заходишь, там, играет музыка, можно там взять себе какой-то напиток, тебе там сделают и кофе, и все что угодно. Здесь же, ну, то есть тоже как бы барбершопы, но они выглядят немножко по-другому, непонятно доверять, не доверять мастерам. Ну, сейчас у меня как бы стиль поменялся, я часто хожу в барбершоп, но я нашел прикольных ребят, которые
они в UK жили 20 с чем-то лет. Они там жили, они там научились вот этому всему делу, у них там был свой барбершоп, кажется. Потом они вернулись сюда на Кипр, они сами киприоты. У них британский, английский такой акцент, и вот по ним слышно, но они как бы киприоты. И ты просто им доверяешь. Ну, то есть тут же главное доверие, и, опять же, найти людей, найти вот тот сервис, который ты раньше использовал, но вот хочется, он тебе нужен и здесь, и чтобы ты доверял людям, мастерам, ну, это вот такой момент сложный. Еще, что по сервису, сначала было непонятно там, ну, с той же самой доставкой, например. Сначала не разобрались там с тем же самым Волтом, либо там Фуди, как это все работает, но потом вроде бы поняли, что да, похоже на самом деле. Если говорить про такси, вот такси — это то, что отличается очень сильно, потому что его здесь, ну, как-то... Его, если искать нужно, то это дольше, во-первых. Во-вторых, вариантов меньше. В-третьих, это намного дороже. И, ну, проще, если там есть права и каршеринг, есть там приложение, куда-то подъехать на короткое расстояние, то это намного, ну, эффективнее, наверное, будет. Вот. Еще могу сказать про тренажерный зал. Наверное, я подозреваю, что в Лимассоле может быть ситуация похожа, наверное, как, ну, на уровень с Украиной, то есть там есть большие, наверное, залы с прикольными тренерами, наверное, даже русскоговорящими. Но если говорить за Ларнаку, здесь я те тренажерные залы, которые я смотрел, ну, тоже такой, это уровень, не знаю, года 2005, наверное, в Украине. Ну, и в плане оборудования, и в плане, ну, самих тренеров, то есть они тут чуть такие странные. Но, с другой стороны, могу сказать, что там, например, в плане доставки, то есть там какие-то определенные там бренды одежды, либо просто там магазины, которые довольно, на удивление, быстро сюда доставляют DHL. Тот же самый Amazon может сюда доставить. И вот как здесь работает доставка, мне, ну, в принципе, нравится. То есть, если заказывать там одежду, технику, да, ну, неважно. То есть, курьеры... Иногда бывает, что с Амазона даже приходят на день-два раньше, чем, ну, обозначенная дата. И это прикольно довольно. Если говорить про каналы поиска тех или иных сервисов, какие бы каналы ты бы посоветовал? Вот человек приехал, и вот ему надо найти барбершоп, маникюр, педикюр, не знаю, что угодно. Может, там для детей какие-то там хореографию, танцы и так далее. Где искать? Ну, наверное... наверное, в чем разница еще? Это подход к, опять же, этих сервисов к подаче себя к рекламе. И, то есть, ну, там, говорим, если мы там за SMM, за Instagram, аккаунты и так далее. То есть, в Украине у нас очень распространено. Ты можешь там в Инсте много чего найти, тебе удобно. То есть, ты там ввел по ключевым словам, можешь найти все, что угодно. Здесь же как-то этим вопросом они не занимаются. То есть, это либо нужно гуглить какие-то сервисы в интернете, либо, опять же, идешь сам в разведку, походил по району, посмотрел, что тебе вообще попадется, там те же самые барбершопы, либо ты на Google Maps заходишь, смотришь отзывы там, благо здесь, ну, довольно, ну, я так понимаю, что это популярный инструмент у самих, там, я не знаю, каких-то заведений, что много довольно мест, в принципе, там, с большим количеством отзывов, там, с рейтингами и так далее, и, соответственно, ну, то есть можно как-то себе подобрать. Но, наверное, лучше всего, опять же, это, то есть, либо сарафанное радио, либо по каким-то, ну, советам. То есть, если у вас есть друзья, либо знакомые, которые уже тут живут, либо, не знаю, там, коллеги, вот если вы там релоцировались, переехали, и пообщаться с коллегами, которые уже здесь какое-то время находятся, они подскажут, ну, наверное, это будет один из самых эффективных способов здесь. Дима, расскажи так все-таки, почему тебе приходится каждый день ездить в город Лимассол, что почти 60-65 километров от твоего дома? Ну, потому что там находится офис ThinkTech, да, где я сейчас работаю. И, наверное, интересно, почему я, собственно, да, то есть, находясь в Ларнаке, устроился в ThinkTech и езжу туда. Ну, понятно, что потом уже я узнал, какой он классный, как мне там комфортно и что мне там нравится, и поэтому меня не останавливают каких-то там 65 километров каждый день в две стороны от того, чтобы, да, там работать. Но если говорить про... Ну, в принципе, почему я там нашел кипрскую компанию, у которой офис здесь, ну, причина, на самом деле, ну, она такая
из нескольких частей состоит. То есть до этого я работал в компании, которая, ну, она украинская, у нее здесь офис был, но головной офис, он в Украине, там у них еще открылся в Польше и так далее. Но это, если говорить про профессиональное развитие, то мне просто было... Я 5 лет, скажем так, все мои там 5 или 6 лет опыта, это и были аутсорс-компании. Мне было давно, ну, там, не знаю, последний год, наверное, меня интересовало попробовать себя больше в направлении продукта, то есть такая более концентрированная, сфокусированная работа над чем-то одним, а не постоянно, то есть перепрыгивать с проекта, с разных доменов в разные области. Одна из причин, первая. Вторая причина это в том, что, ну, когда я осознал, что, наверное, мы здесь, ну, если не навсегда, то надолго на острове, то ну, гораздо как-то удобнее и комфортнее было бы работать, ну, вот, и иметь компанию, которая именно находится на Кипре и которая, ну, то есть может предоставить рабочую визу. Скажем так, зарубежная компания, она не имеет таких возможностей, она не может тебе дать этого здесь. Там, открыть тот же счет в банке. То есть я до этого получал, был украинский ФОП оформлен, все, там, зарплата, конечно же, в валюте, но ее нужно было обязательно продавать в гривну, потом обратно, то есть я мог гривну конвертации снимать здесь в евро в банкоматах с ограничениями от НБУ, опять же, там, с другим курсом, с конвертацией. Вот оно все складывается мелочь к мелочи, но понимаешь, что, ну, очень много всяких негативных нюансов получается. Соответственно, что-то, что имеется здесь, локальное, с нормальным счетом, все в евро, ну, то есть это намного удобнее. Поэтому, да, ну, то есть довольно сильная причина такая. Планируешь ли оставаться на Кипре и видите ли здесь свое будущее в целом? Пока это сложный вопрос, на самом деле. Только вот, наверное, может быть, месяцев 10 назад я для себя принял, что да, пока что мы будем на Кипре и уже никуда не денешься. Сказать, что было принято решение, что вот мы там, условно здесь полностью ассимилируемся и хотим здесь там, оставаться полностью, я пока не знаю, мне сложно сказать. На данный момент все устраивает, но в голове вот окончательного решения еще не было принято. То есть я не знаю, это довольно сложное решение, и пока что еще не время, наверное. Дима, расскажи, пожалуйста, про быт на острове. Быт на острове, учитывая мое, скажем так, географическое расположение, если мы говорим про, если говорить быт-досуг, быт в будни у меня, проснуться, собраться на работу, поехать, приехать в офис, там, перед работой сходить в зал, поработать, приехать назад, вечером, там, не знаю, приготовить что-то себе на ужин, посмотреть что-то и лечь спать. Если мы говорим про выходные, то, нравится там, есть у нас, условно, несколько заведений, в которые мы можем пойти позавтракать, которые, они классные, они похожи на формат, который там есть в Украине, и то, что нам заходит. Учитывая, что у нас близко Айанапа, опять же, мне нравится туда ездить вне сезон, когда там мало людей, просто, наверное, даже как вымерший город местами, то есть действительно на улицах нет ни машин, ни людей, ты ездишь, прикольно, то есть поездить, покататься по пляжам, там на Sea Caves съездить, в Марину куда-то еще, то есть, тут прикольные виды, классная природа, и, в принципе, вот какие-то путешествия по острову или там в тот же Тродос съездить, это, наверное, тоже часть быта. А так, не знаю, там, с другой стороны, я так-то и домосед, то есть почитать что-то, либо там сходить на тот же бассейн, там можно поплавать, почитать книгу потом. В таком каком-то формате, наверное, у меня все это происходит. Чем плохие или какие минусы пляжей на Кипре, в Ларнаке, и чем лучше пляжи в Айанапе? Вот на пляжах Ларнаки нужно очень долго идти, чтобы стало глубоко. То есть мель довольно долго, и, то есть, как бы так, для детей как бы комфортно, конечно, да, это прикольно, но тебе надо туда долго идти, и пляжи не такие, в Айанапе они более, не знаю, там песок какой-то более светлый, чистый, и там, условно, тот же Нисси, Конос-Бич, там сама вода немножко отличается, то есть она как-то так по цвету и по, не знаю, по чистоте. Я не скажу, что здесь плохо, но просто вот там есть лучше, и, это все равно такая процедура, то есть
Когда у тебя есть море под носом, да, это странно, но это как бы факт, что ты можешь практически никогда туда не ходить купаться, то есть это должна быть прям как бы ритуал должен быть, что тебе нужно поехать, там хотя бы 40 минут, то есть за там, 40 минут буквально ты уже в Айнапе, нужно поехать, вот, разложиться, и все, тогда ты уже понимаешь, что ты на пляже, можешь покупаться. Какие плюсы и минусы на Кипре? Ну, начнем с минусов. Я человек, на самом деле, непривередливый, то есть мне минусы найти сложно. Из минусов я бы, наверное, выделил... Тут много очень котов, и, ну, я люблю очень животных, и тут много очень котов, встречается очень много там больных и так далее. То есть и ты ходишь, ну, когда вы там ходите, гуляете, ты на это все смотришь, но тебе грустно становится. То есть мы там в районе, у нас тут у соседей очень много котов, они там ходят, гуляют, мы их подкармливаем, то есть кого знаем, где что видим. Но вот когда ты понимаешь, что в один момент, условно, да, то есть так сложилось, что тут стало очень много котов, но там остров, государство про это как-то не так сильно печется и не занимается этим вопросом, ну, вот от этого немножко грустно, то есть, наверное, это можно записать минусы. С водой момент, да, я, наверное, может быть, я к этому уже и привык, но сказать, что это не минус, я не могу, то есть, да, вот эта процедура нагревания, и вообще ты как бы дополнительно про это думаешь, это минус. И в минус, наверное, я еще записал бы, ну, довольно дорогая коммуналка, то есть в сравнении, если, я понимаю, там, за жилье, да, цены высокие, это хорошо, но коммуналка, не знаю, могла бы быть и подешевле, на самом деле. Что свет, что вода. Да, в принципе, и для меня все. То есть все остальное можно записать, на самом деле, в плюсы. То, что это остров, то, что Кипр довольно удобно находится, ну вот, как-то ты можешь в плане путешествий, то есть ты можешь полететь и в Европу, в принципе, недалеко, ты можешь полететь и в восточную часть земного шара, и тоже какие-то, то есть пункты тебе, ну, довольно недолго тебе лететь. Удобно, на самом деле. Климат мне нравится. Да, понятно, что когда там супер жара в августе, то, конечно же, там никто этому не рад, все под кондерами сидят, но как бы перетерпеть можно, а так, что осенью, что весной, ну, очень комфортно, мне это нравится. То есть я уже забыл, когда я последний раз, там, не знаю, какую-то зимнюю куртку надевал, сапоги, либо просто думал про это, ну, это мне нравится. Природа нравится. Люди тоже нравятся. То есть, ну, ментально я, ну, условно, опять же, я там до Кипра, наверное, я не был в каких-то южных странах. Слышал просто про то, что менталитет у южных людей, то есть он отличается, они такие вот более такие все там дружественные, расслабленные, медленные в чем-то, и, ну, но в то же время там и приветливые. Ну, я, в принципе, в этом убедился вот на собственном примере. Так и есть. Какой-то такой сига-сига тут есть, и вот ты тоже этот вайб немножко иногда улавливаешь. Я не скажу, что там это как-то негативно влияет на твою продуктивность, то есть, ну, если разделять, там, условно, досуг и работу, то, в принципе, это нормально, все на позитиве, то есть у меня там, условно, была история с тем, что, если вкратце, там, доставщик очень долго, там, ни я его, ни он меня не могли найти, и он там довольно долго ждал прямо на набережной, на аварийке стоял, где стоять нельзя. И я понимаю, что, ну, там, условно, у нас это было бы уже, ну, то есть он точно был бы уже не на позитиве, недоволен этой ситуацией, пока бы я его нашел, там, типа, забрал посылку. И я ожидал, что когда я вот найду его, я подойду, он будет, ну, как бы такой точно не улыбающийся. Но в то же время, то есть он как бы и спешил, но я его нашел, он мне с улыбкой отдал посылку, там, типа, я расписался, что-то там good day пожелали один одному, и все. То есть, ну, круто. Люди здесь немножко, ну вот, они отличаются все-таки. Еще в плюс, наверное, записал бы, что Кипр, ну, англоговорящий остров. Я, наверное, я не знаю, я не встречал здесь никого, ну, то есть из киприотов, с кем бы нельзя было прокоммуницировать, то есть это прокоммуницировать на английском языке, то есть это и молодые, и люди пожилого возраста, все они знают, ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но они знают английский язык, это прикольно, то есть, потому что, ну, то есть, условно, мы там, год назад мы были в Италии, и, ну, отличается, потому что там много где, в каких-то даже заведениях было проблематично вот с коммуникацией на английском. То есть тут не обязательно, если ты находишься на Кипре, учить тебе английский язык.
не английский, а греческий язык. То есть понятно, что если там уже хочешь там получать паспорт, либо ВНЖ, это все нужно, но в противном случае достаточно английского с головой. Ты бы советовал Кипр как место для релокации? Ну вот кто хочет попробовать остров и вот южную страну, то мне кажется, вот если там условно у кого-то есть выбор пожить в тепле, и кто-то выбирает между, например, не знаю, я, конечно, не был в Испании, но если бы, наверное, мне дали выбрать между Кипром и Испанией, зная моменты Кипра, я, наверное, бы выбрал Кипр, потому что, то есть, опять же, вопрос в языке, я знаю, что в Испании, сложно, там тебе надо испанский хотя бы как-то знать, и там тоже довольно дорого местами, плюс преступность, я знаю, что там довольно высокая. Момент еще, тут плюс низкая преступность, кстати. Как это вот субъективно, но несмотря на то, что тут тоже довольно много мигрантов, афроамериканцев и, не знаю, там, тайцев и, то есть разных национальностей, что, скажем так, может как-то влиять, да, на вот эти вот моменты. Но я очень удивился, когда, не знаю, наверное, глупый какой-то дурацкий пример, но для меня он был показательный, что здесь вот эти вот все ларечки, например, да, то есть и продавец, он находится внутри, или там какие-то мини-магазины, он находится внутри, у него снаружи очень много товара стоит, и это, у нас, в Украине это все там под замками, это все холодильники все там на кнопочку открываются, да, изнутри от продавца. Здесь ты подходишь, ты берешь, что тебе нужно, и тебе, чтобы купить, надо зайти в магазин внутрь, да, показать, расплатиться за это. То есть здесь, значит, не переживают за то, что кто-то что-то может украсть. Люди образованные, они понимают, то есть все цивилизованно, они понимают, что, нужно заплатить за это. Там, не знаю, какой-то холодильник с дорогим мороженым стоит, я не знаю, я вот очень удивился, типа, Häagen-Dazs взял там, типа, и пошел какой-нибудь там, не знаю, чувачок. Но нет, вот они берут, они расплачиваются внутри, и все. То есть это говорит, наверное, про то, что, да, здесь, да даже машины. То есть мы когда брали машину на прокат, то есть это вот только мы, когда на остров прилетели, на первое время просто брали там машину на месяц. Нам ее там условный посредник просто подгонял ее там под дом, оставлял машину открытой, ключ прятал под коврик в середине, и все, написал там в WhatsApp, типа, ключ в салоне. И все, то есть он ее оставил открытой. Для нас это был какой-то нонсенс. Это как вообще? То есть у нас же все там надо, чтобы было четко и из рук в руки. А здесь, как-то они не парятся, и им нормально. Следующий наш собеседник Андрей. Его релоцировали на остров более 3 лет назад. И Андрея можно смело назвать действительно опытным экспатом. Все плюсы и минусы острова он прочувствовал сполна и согласился поделиться ими сегодня с нами. Андрей, привет! Расскажи, пожалуйста, как ты 3 года назад оказался на солнечном острове Кипр и как вообще решился на переезд на релокацию? Со мной эта история случилась 3 года назад. Я узнал про возможность релокации от компании, в которой я работал. А компания предложила релоцироваться на Кипр, так как на Кипре был у нее офис и была эта возможность. Как я принял это решение? Очень просто. Кипр дает новые возможности. Это остров с прекрасной погодой. Здесь все время тепло. Даже зимой здесь тепло, но порой бывает свежо. Но Кипр это про маленькие дистанции. Кипр это про друзей, про общение. Потому что ты переезжаешь на остров. Ты здесь начинаешь сначала сближаться с друзьями, и это новые возможности. С кем ты переезжал вообще на солнечный остров? Я переезжал с коллегами, которые в дальнейшем превратились мне друзьями, и я переезжал со своей женой. И здесь у нас образовалась такая маленькая семья, с которой мы общаемся, мы путешествуем, мы ездим по разным странам и до сих пор поддерживаем общение. Чем отличался Кипр 3 года назад и что поменялось сейчас? Кипр 3 года назад и Кипр сейчас это в большем степени это 2 разных острова. Я прожил все эти 3 года в Лимассоле, но я ездил по самому Кипру. Из основного, что сейчас отличает Кипр от 3-годичной давности, это на Кипре открылось больше кафе, больше ресторанов, открылось больше разных занятий. Занятия это начиная от школ пилотирования, завершая школами разного экстрима.
Здесь этого стало больше, но я лично связываю это с тем, что сюда постоянно люди релоцируются, постоянно переезжают с разных стран, а именно очень популярные это СНГ страны. И так как люди с СНГ, они больше привыкли к хорошему сервису, они привыкли к постоянным активностям, и здесь это все начало очень бурно и резко развиваться. Ну, и хотел бы заметить, что да, 3 года назад это был ковид, и Кипр 3-годичной давности это был такой закрытый остров, куда въезд был по пропускам, по специальным анкетам. Расскажи, пожалуйста, про досуг на Кипре, как ты проводишь свободное время и вообще для наших зрителей, а чем бы ты рекомендовал заняться на Кипре в свободное время? Все зависит от, что человеку предпочтительнее. Если человек любит тишину, если человек любит такой умеренный образ жизни, Кипр это про это. Здесь, если ты любишь умеренный способ жизни, здесь очень легко найти набережную, найти какой-то такой зеленый уголочек, где ты сядешь с ковриком и будешь сидеть, наслаждаться шумом моря. Если ты любишь активность, здесь будет тоже немало этих. Начиная от хайкинга. Преимущество Кипра в том, что с любой части острова в горы можно доехать за полчаса, за 40 минут. Здесь можно заняться хайкингом. Можно с друзьями поехать, сварить кофе на кемпинг на огне. Здесь можно поехать на мотоциклах в горах поездить. Здесь можно на квадроциклах в горах поездить. Здесь можно найти летную школу. Здесь можно попрыгать с парашюта. То есть здесь для активности хватает чем заняться. И для пассивного образа жизни здесь тоже с этим нет проблем. Расскажи про летную школу. Пробовала ли ты летать? И вообще, что скажешь про уровень летных школ на Кипре? Я пробовал летать. Я учился в летной школе. Уровень летной школ здесь довольно высок, так как Кипр это бывшая британская колония. И здесь с пилотированием нет проблем. Но у Кипра есть один большой минус. Это здесь 2 аэропорта. И летная школа, она находится в 2 разных аэропортах, и у летной школы есть приоритетность. Приоритетность, она связана с тем, что, например, если ты новенький, ты приходишь, я хочу получить сертификацию, с этим будут некоторые проблемы. Тебе сразу скажут, что сертификация может занять от 1 года до 2 лет. Для них важнее обучить военных, для них важнее обновить сертификации. То есть ты стоишь автоматически 3-м в приоритете, и это удовольствие может растянуться на 2 года. Спасибо. Расскажи вообще, с какими сложностями столкнулись, когда только переехали на остров? Первая сложность была в том, что все непривычно, все очень непривычно. Я сам из Киева, я из Украины. Киев – это большой город, это такая суета, это очень много разных движений, друзья. Когда ты приезжаешь сюда, здесь Лимассол – это небольшой город. Первая сложность была в том, что нужно привыкнуть, это лично для меня, мне нужно было привыкнуть к очень размеренной жизни. Размеренная жизнь – это про киприотов. И привыкнуть к тому, что здесь довольно жарко. Мне не очень комфортно, когда все время жарко. Мне нравится, когда пасмурно, мне нравится, когда дождик моросит. Мне нравится вот такой вайб больше серости, грусти мне нравится. Первая сложность, с чем мы столкнулись, это погода, это вайб, это спокойствие. Ты здесь некуда спешить. Если будешь спешить, это будет не очень уместно порой. Изначально нужно готовить с собой все документы. Когда ты переезжаешь, нужно их переводить на английский, их нужно заверять. Если ты сюда переезжаешь, ты столкнешься с тем, что все сроки, которые, например, тебе нужно успеть к определенной дате, на Кипре на это можешь не рассчитывать. Потому что, как я ранее сказал, это про спокойствие. Тебе нужна виза. Хорошо, ты ее получишь в течение 1 месяца. 1 месяц по кипрским калькуляциям, расчетам. Это 2-3 месяца. То есть стоит документы готовить заранее. Какие еще можешь минусы выделить на Кипре? Это как и большой плюс, так и минус. Это погода. С погодой связано то, что Кипр – это довольно влажный остров. Здесь влажно, и это про сырость. Сырость в квартире, это плесень в квартире. Это довольно некомфортно, потому что порой в квартире холоднее, чем на улице. Это первый такой большой минус, который я могу назвать. Второй минус в том, что здесь беспорядочное дорожное движение. Здесь беспорядочное дорожное движение, и здесь не устроено такой... Здесь нету для пешеходов удобства.
здесь с этим проблема. И хочешь погулять на улице, ты это сделаешь без проблем, но с определенными трудностями. И это такие для меня самые важные, главные минусы, которые я бы мог сказать. А расскажи подробнее, вот ты говоришь, что можешь столкнуться с трудностями, если хочешь погулять на улице. Какие именно сложности здесь есть на острове? Погулять на улице. В том, что, как бы забавно это ни звучало, здесь светофоры не отрегулированные. Они очень долго горят красным, они очень долго не горят зеленым, что для пешехода вызывает проблему. Вторая проблема – каждый паркуется кто как хочет. Здесь полиция здесь не регулирует эти проблемы, и когда ты идешь по тротуару, ты спокойно можешь увидеть в том, что перед тобой стоит мусорный бак, перед тобой может стоять машина, и здесь это считается нормальным. Но для нас это ненормально, это неудобно. Довольно очень странно может звучать, но здесь расстояния, они маленькие, но в то же время для пешехода они большие. Если наложить такое забавное ограничение, как погода, так как здесь все время светит солнце, и здесь 9 месяцев подряд жарко, и очень жарко, это за 30+, плюс ультрафиолет 11, это нормально для Кипра. Вещи быстро выгорают, тоже это забавный факт, но это факт. То есть ты вещи не посушишь, гуляешь по улице, вещи выгорают. Здесь стоит носить больше такие светлые тона. Расскажи про сам город Лимассол, какие есть в нем преимущества, что тебе больше всего нравится, и, возможно, какое твое любимое место в Лимассоле? Лимассол. Я все 3 года прожил в Лимассоле. И здесь очень развито комьюнити. Очень много развито русскоязычное комьюнити. Здесь, если ты хочешь попрактиковать английский, ты тоже найдешь, с кем это сделать. Особенно, если ты такой экстраверт, не интроверт. Лимассол приятен тем, что здесь концентрация твоих единомышленников, и здесь есть красивые места, где погулять. Если мы сравниваем с Лимассол с Ларнака, если мы сравниваем Лимассол с Пафосом, возьмем Пафос. Пафос, там только недавно отстроили набережную. Лимассол, она уже здесь есть, и здесь развиваются больше в сторону таких улучшения парков. Здесь развивают саму набережную. Здесь очень часто проходят разные ивенты, такие как Run Limassol. Вот скоро будет у нас Бежим Лимассолом. Здесь очень много спортивных событий. Ларнака – это лично для меня. Если мы тоже сравниваем Лимассол и Ларнаку, Ларнака – это больше про спокойствие, это Лимассол на минималках. Там нету ни высоток, там нету такого, нету активности. Даже если мы возьмем набережную, что Кипр – это про набережную, если мы возьмем даже набережную, она очень маленькая, ограниченная, и там не так развита наша комьюнити. Планируешь ли ты оставаться на Кипре, и какой бы совет дал ребятам, которые собираются только-только переезжать на Кипр? Планирую ли я оставаться? Кипр, он подходит для спокойного образа жизни. Да, ты здесь найдешь активности, да, ты здесь найдешь то, что тебе понравится здесь. Но Кипр, он больше про спокойствие. Я приверженец того, что мне нужна такая большая суета. Мне хочется таких городских джунглей. Вот этого мне хочется. Кипр, отвечая на вопрос, планирую я здесь оставаться, скорее нет. Потому что я больше люблю суету, движение, я люблю зеленые парки, я люблю такую пасмурную погоду, и в том, что когда ты приходишь домой, можно попить горячий чай и при этом не стать мокрым, не вспотеть. Первая рекомендация – смотреть, какое жилье вы выбираете, смотреть, кто владелец жилья. Почему? У меня был несколько опытов. Первый мой опыт был, я жил в старом фонде, я жил с хозяйкой-киприоткой, и киприоты, они очень специфические. Они будут пытаться, это мой кейс, я не говорю, что как народ в целом, киприоты будут пытаться тебя нагреть на многих вещах. Начиная почистить кондиционер, это не моя зона ответственности, тебе надо, ты и чисти. То есть киприоты, они будут все спихивать на тебя. Хотя в то же время мы привыкли к тому, что квартира, некоторые зоны ответственности, это все-таки владелец этим заведует, и он отвечает за это. Вторая проблема в
старом фонде это очень холодно. Зимой здесь очень холодно, и здесь нет такого понятия, как отопление. Рекомендации. Да, первое – это смотреть на какое жилье вы выбираете, старый, новый фонд. В старом мы уже проговорили, что не так. В новом фонде сейчас я проживаю, я сразу признаюсь, я не жил в новом фонде. Я живу сейчас в доме таких 2000-х годов, но я не могу сказать, что это старый фонд, но это не новый фонд, потому что я живу в 12-этажном доме на 11 этаже, и Лимассол, если ты живешь на... Лимассол – это про низкоэтажную застройку. Если ты живешь высоком, на высоте, всегда у тебя будут открываться красивые виды. Всегда. Ты будешь видеть море, ты будешь видеть город. И это та частичка, что порой завораживает. Вторая моя рекомендация – это всегда готовьте документы заранее, потому что это вызовет большие проблемы. Так как с получением визы, это вызовет большие проблемы с обновлением, покупкой чего-либо. Хочешь ездить на машине? Да, ты можешь ездить с украинскими, с русскими правами, с белорусскими не можешь здесь ездить. Но здесь есть одно ограничение. Страховка будет действовать только первые полгода. Дальше тебе нужно обновить права. Чтобы обновить права, тебе нужно подать пакет документов. Чтобы подать этот пакет документов, тебе их нужно где-то заверить. Чтобы их где-то заверить, тебе нужно записаться в посольство, попасть к местному мухтариусу, это нотариус здесь. И это все удовольствие растянется, машина без страховки. А что сделать? Получилось ли тогда решить все-таки успешный этот кейс, записаться к нотариусу, поменять права? У меня с этим не было проблем. Я все сделал буквально за пару дней, но есть мои друзья, есть знакомые, которые до сих пор с этой проблемой сталкиваются, борются. И у меня есть мои друзья, которые хотят пожениться, но у них это здесь не получается. Видимо, без имен, да. Я понял. Почему пожениться-то не получается? Не получается пожениться, потому что нету всех пакетов документов. Лимассол, например, они живут в Ларнаке. Они, чтобы им пожениться, и Ларнака, муниципалитет их расписал, им нужно заверение в том, что они не судимы, в том, что они не были женаты в Украине. И чтобы получить эти два документа, им нужно обратиться в посольство. Чтобы обратиться в посольство, нужно записаться. Чтобы записаться, это невозможно сейчас. Можно я здесь добавлю, что украинское посольство работает, к сожалению, здесь 2 или 3 дня в неделю по несколько часов, и это действительно так. Там они еще делятся на разные департаменты, и даже поменять права украинские здесь, на Кипре, в общем, если тебе надо их продлить или поменять, это действительно огромнейшая проблема. Так что охотно верю. Вот, так тогда, значит, на Сейшелах их распишем. Там нет проблем с таким. Или в Грузии. Или в Грузии, вот, еще вообще отлично. В этих двух странах ограничений нет. А как ты вообще осознал о том, что ты готов на переезд, и почему готов был в целом покинуть Киев и переехать в новую страну? Это большой, серьезный шаг в жизни каждого человека. Да, это правда, это большой шаг. Почему я решил переехать на Кипр? Это перспективы, которые здесь ждут. Это попробовать новый образ жизни. Потому что, как я ранее проговаривал, Кипр – это про спокойствие, хочешь суеты, ты здесь ее тоже найдешь. Это другой стиль жизни, это другой опыт жизни. И этот опыт порой ценнее, чем какой-либо опыт, потому что он тебя может закалить, он тебя может подготовить, он тебя может помочь в определенных жизненных ситуациях. И тогда предложили, и это такой был, вау, надо поехать, надо пробовать, потому что интересно, это же, круто же. Но потом ты приезжаешь сюда, и как-то расстраиваешься, и все 3 года я хотела сюда уехать. То есть компания, когда релоцировала, не провела какую-то подготовку или адаптацию сотрудников к тому, а что значит Кипр? И было ли у вас вообще самих время познакомиться, не знаю, с YouTube-роликами, которые есть, почитать информацию, посмотреть в соцсетях, в том же Инстаграме, а что есть внутри Кипра? Было ли у вас вообще на это время, когда вы приняли решение уезжать? Или вы быстро, я не знаю, за несколько недель собрали чемоданы и уехали? Или, возможно, на тот момент еще не было такого количества видеороликов и полезной информации про остров, чтобы составить себе полную картинку, а куда нас зовут? Очень крутой вопрос. На тот момент это было ковидное время. Мы смотрели ролики, мы узнали о возможности переезда за полгода.
мы смотрели ролики, но эти ролики были про такое, и все преподносили Кипр как райское место. Что здесь голубая вода, что здесь круглый год светит солнце, и здесь все в изобилии. Но эти были такие райские ролики. Это про красоту и как здесь классно. Здесь не было роликов про определенную такую правду про остров, как оно здесь по-настоящему. Так как в то время не было столь развита релокация, в то время не было столь развит такие, как понятие в целом переезд. Когда мы говорили про переезд на 3-годичную давность, это такие, ого, переезд, ничего себе. Это такие, и на подсознании все думали, это сложно, это трудности, а как жить дальше, нужно готовиться к этому не менее чем год. Мы смотрели ролики, но это было такие определенные зеленые очки. Зеленый, как оно говорится? Розовый. Это были определенные розовые очки. Мы тогда приехали, это было ковидное время, все закрыто. Чтобы выйти на улицу, нужно отправить смс-ку. Если смс-ку ты гуляешь по улице, тебя может остановить полиция. Полиция посмотрит, ты ушел на 500 метров дальше дома. Штраф. И мы тогда приехали, все не так радужно. Здесь не было ни ресторанов, здесь не было, мало что развито. Но сейчас это другой Кипр. Сейчас это совершенно другой Кипр. Лучше стало? Да, сейчас намного лучше стало. Сейчас, как я ранее проговаривал, что приехали наши люди, открывали. Здесь очень открылось кафе с людьми из России, из Украины, из Белоруссии. И оно все на высоком качестве. Оно про сервис, оно про искренние улыбки, оно про такую родную атмосферу. Включая наверняка привычную нам кухню и так далее. Привычную кухню. Особенно про магазины, которые начали продавать наши пряники, начали продавать квас. Для людей, которые здесь прожили довольно долгое время, это такой глоток свежего воздуха. Олю релоцировала компания Инктек. Оля, расскажи, пожалуйста, как ты релоцировалась на Кипр и что для тебя было самое волнительное при релокации? Но волнительно, наверное, в целом весь переезд, и для любого человека это страшно, ты едешь куда-то, где ты никогда не был, я никогда не была на Кипре, я не знала, что это, здесь не было никаких друзей, у меня здесь не было ничего, поэтому, наверное, было страшно сама смена места, где ты будешь один. Но по итогу, наверное, Кипр это стал моим домом. Здесь буквально, не знаю, неделя-две у меня появились друзья, постоянные поездки в горы, на море, винодельни, барбекю, и поэтому я здесь и осталась, поэтому я здесь уже 2 года, и я безумно люблю это место. Если говорить о самом переезде, мне повезло, потому что меня перевозила моя компания, поэтому проблемы, с которыми сталкиваются другие ребята, у меня их не было. Компания организовала все билеты, все мои трансферы. Я просто вышла с аэропорта, меня встретил водитель. Наверное, для многих тоже также будет понятен мой шок, когда я ехала на Мерседесе, и когда потом всегда я езжу на Мерседесе. Любое такси – это Мерседес. Меня привезли в квартиру. Квартиру тоже мне предоставила компания, поэтому проблем с поиском жилья у меня не было. И как вы видите, я здесь живу по сей день. Поэтому было страшно, но по итогу все сложилось. Что тебя удивило на Кипре, на острове? Какие ключевые отличия ты видишь между жизнью у себя дома и здесь теперь в новом уже твоем доме? Если говорить про плюса, то здесь мне понравилось в первый же день, когда ты идешь на работу, все идут позитивные, такая позитивная атмосфера, все улыбаются, и это классно. То есть дома такого нет, дома все куда-то бегут, спешат, все нервничают. Здесь как-то все легко и просто. Это мне прям понравилось. Минус, конечно, минус есть, потому что я приехала с большого города, с миллионника. Здесь это маленький городочек совсем. Есть дискомфорт в дорогах. Старый город для меня это стресс. Каждая поездка на машине это стресс. Но в целом к этому я тоже привыкла и сейчас к этому нормально отношусь. Скажи, пожалуйста, как ты передвигаешься по острову? Машина. Конечно же, машина. Без машины здесь жить невозможно. Я жила где-то полгода. Но мне более-менее было комфортно, потому что я жила рядом с офисом. Но сейчас я дальше.
И это уже дискомфорт для меня. И без машины я не представляю. Такси ты можешь утром ждать 20-30 минут, иногда 40 минут. Вот, вечером точно так же. В час пик это проблема. Поэтому сейчас с машиной все легко и классно. Какие бы советы дала людям, которые только собираются переезжать, на что обращать внимание, вот, и к чему готовиться? Ну, первое, вот как раз про машины, да, потому что мне повезло, я приехала с правами. Я не умела ездить, меня уже здесь научили, но у меня были права. Многие мои друзья столкнулись с тем, что нет прав, и здесь их получить проблемно. Поэтому всем, кто планирует переезд, лучше сразу же бегите в МРЭО, получайте права, потому что здесь это будет намного сложнее. Вот. Что еще? Какой был вопрос? А какие Еще рекомендации ты к дашь? чему готовиться? Да, машина. К чему готовиться? Ну, опять же, да, рекомендую посмотреть YouTube-ролики, да, это я делала для понимания, куда я еду, да, то есть что мне нужно, там, теперь смотрите, наши ролики нужно будет. Что? Наверное, для людей, которые хотят какой-то культуры большой, да, вот как там в Европе, в городах, в больших городах, да, там театры, оперы, это не эта история. Поэтому если человек любит вот такое пространство, да, такие города, то Кипр не для него. Если же человек любит море, горы, отдых на природе, то это однозначно, наверное, номер один остров, потому что у тебя есть... Захотел на море, захотел в горы поехать. Всегда есть где провести время. В начале нашего разговора ты сказала, что легко нашла здесь, завела новых знакомых, приятелей, друзей. Как тебе это удалось? И как вообще, приезжая одна на остров, ты какие действия предпринимала, чтобы окружить себя действительно новой семьей и чтобы это место стало для тебя новым домом? Ну, здесь все очевидно, да. Моя семья – это моя работа. Мой дом – это мой офис, поэтому там у меня появились друзья. Да, вот как-то неожиданно для меня все здесь, даже ребята с СНГ пространства, да, они все тоже какие-то открытые, позитивные. Вот, не знаю, видно влияние солнца, наверное, на Кипре, да, все более вот дружелюбные. И поэтому с коллегами сразу же мы подружились, начали куда-то выбираться, да, тоже там к морю, в горы, где-то на какие-то поездки. То есть благодаря работе, наверное. Плюс там посещала разные IT-тусовки, тоже там заводила знакомства. И по итогу вот по сей день есть друзья, с которыми у меня есть провести время. Расскажи, что за эти тусовки, и где ты их, как тебя кто-то пригласил, или ты где-то самостоятельно их нашла. Дай немножко советов тем, кто только приезжает или приехал вообще один, и, возможно, кому-то сейчас этот совет будет очень полезен. Главный совет – это Телеграм. На Кипре Телеграм – это самое главное место, где ты можешь найти все, узнать все и получить любую информацию. Вот. И много есть каналов, которые связаны с IT, с работой, с поиском работы. И есть просто айтишники на Кипре. И там было приглашение, что вот каждую среду в такое кафе происходит IT-тусовка. Вот. Было страшно, тоже непонятно, ехать одной без кого-либо, но в итоге приехала, сразу же познакомилась с ребятами. Некоторые тоже приехали, как и я, пару дней, некоторые уже давно здесь. И вот почти каждую среду я туда ездила, общалась с ребятами с разных компаний, с разных мест. А там, на фото, подружка? Это последняя тусовка перед Кипром. Серьезно, это было твое farewell party, да? Да, последняя, встреча с лучшими друзьями перед сюда. Было желание вернуться домой и уехать из Кипра? Вообще никогда не было. От слова совсем. Ни секунды не было. Наоборот, когда я езжу домой, у меня через 2 дня желание срочно вернуться на Кипр. Вот. Особенно я ездила в прошлом году зимой. Я очень замерзла, сказала, я больше зимой не приеду. В этом году я поехала в марте. Я то же самое сказала. Раньше мая, теперь меня не ждите. Нет, я точно не хочу назад, мне очень нравится здесь. Расскажи про досуг на Кипре, как ты проводишь время здесь свободное? Досуг. Ну, если это лето, то, конечно, логично и понятно, это море, да, очень много разных пляжей. Конечно, лучше ехать не в Лимассоле, лучше выбираться за город, да, это там Куриона, Анапа, Пафос. Вот. Также любим в горы постоянно ездить, да, это место известно своими винодельнями, их очень много. Видишь ли ты свое будущее на Кипре? Да, однозначно, я его здесь вижу, здесь, я не одна уже, да, то есть приехала я сюда одна, сейчас вот есть тут маленькие лохматые животные у меня. Позирует нам. Вот, есть молодой человек, да, и в планах здесь оставаться, строить семью, да, то есть уже машина есть, осталась квартира, да, дальше детки и все остальное.
это то место, где бы я хотела остаться и воспитывать ребенка. Расскажи еще про бьюти-сферу, потому что я уверена, что многие жены, которые приезжают сюда, безусловно, волнуются о том, а как они здесь обустроят весь тот сервис, к которому они привыкли в странах СНГ. Ведь, насколько мне известно, он все-таки здесь отличается от того часто, к чему мы привыкли. Опять же, возвращаясь к телеграм-каналам, да, я думаю, что любому человеку надо просто находить все, это можно найти все, и там получить рекомендацию, да. То есть я нашла свой салон, да, там мастера тоже из моей страны, поэтому мне там комфортно, я делаю там все, как бы, да. Я такой человек тоже, что чаще пойду туда, где мне посоветуют. Поэтому спросите у коллег, да, если коллеги парни, спросите у их жен или у их девушек. Если говорить про косметику, где покупаешь здесь на острове, вся ли есть в наличии, не испытываешь ли каких-либо дефицитов, может, не в плане косметики, а еще в плане какой-то продукции, которой тебе на острове не хватает? Ну, они как бы, наверное, есть, и поэтому чаще всего я ее покупаю, либо мне ее везут откуда-то. То есть либо когда я приеду домой, либо кто-то из подружек едет домой, везут тоже в Европе. То есть здесь, в принципе, там Инглот, ну, основное есть, да, то есть тот же Инглот, там можно много чего купить, там Maybelline какой-то тоже там дешевле. Вот. В плане одежды, ну, наверное, только один раз была проблема, это белое платье. Я обычно не сталкивалась с проблемой, да. Может, что-то обычно в интернете закажу тоже, или дома куплю, ну, или здесь. А вот белое платье, это был квест, недели 2 в поиске. Я и мои коллеги все искали, но нашли. Вот. Поэтому, наверное, в целом такой в плане бьюти магазинов пока, ну, относительно достаточно. Как ты считаешь, какая сумма комфортная для семьи, для проживания из 2 человек, для проживания в Лимассоле? И почему? Ну, все зависит от кто как любит жить, да? Кто как любит готовить, и любит ли он в кафе кушать, да, то есть, опять же, если говорить, как мы живем, то есть, да, мы там и так, то есть, опять же, жилье, да, то есть, если говорить о квартирах, да, хорошие это, да, там 2-3 тысячи, соответственно. Покушать, погулять, это еще там 1000, одеться еще там 1000, косметика. Ну, наверное, для двоих, ну, чтобы комфортно было 6. Это прям так. Это в ноль или чтобы откладывать еще и путешествовать? Я думаю, что это в ноль. Я думаю, что это в ноль. Но, опять же, все по-разному живут. Как бы я люблю там, да, походить по кафе, по ресторанам, погулять. Вот. Кто-то обойдется и без этого. Вот. Но я думаю, что 6-7, да, вполне как бы комфортная сумма. Если говорить, что там мужчина зарабатывает там, да, для двоих. Если говорить про весь наш солнечный остров, какое место на острове твое самое любимое? И почему тоже? Самое любимое, наверное, Курион. Курион – это, да, недалеко от Лимассола. Это пляж? Да, да, это пляж, да, ехать буквально 20 минут от Лимассола, то есть комфортно, ты не тратишь много времени. Там шикарные волны, гора большая, виды, там есть амфитеатры греческие, то есть интересно, то есть если приехать с кем-то, кто приехал на Кипр, там можно экскурсию провести, плюс там очень вкусный ресторан, можно где хорошо покушать разные блюда рыбные, там, не знаю, устрицы, рыба-меч, там кальмары, креветки, тоже очень вкусно, поэтому, когда кто-то ко мне приезжает, я, наверное, в первый день выходной везу всех на Курион. Расскажи про кипрскую кухню, что тебе нравится в ней больше всего, а что, возможно, не нравится. Ну, конечно, больше всего нравятся морепродукты, да, мы живем у моря, соответственно, они здесь отличаются, мне очень нравятся креветки, мидии нравятся, кальмары, осьминог тоже очень здесь вкусно, то есть морепродукты здесь очень хорошие. А то, что не нравится, наверное, именно если говорить о греческой кухне, вот, наверное, мясо. Все-таки мне оно чуть непривычно для меня. Вот местные их шашлычки, там, сувлаки, там, гиросы, чуть-чуть это не моя еда. То есть если говорить о мясе, то я люблю более такое, ну, либо там стейки, либо домашние, там, котлетки, условно, и тому подобное. Как у тебя получилось поверить компании, вот возвращаясь к тому моменту, когда ты получила оффер, и решиться на релокацию? Не было ли страшно одной ехать в абсолютно чужую страну? И, естественно, исход мог бы быть разным. Ты же на самом деле на тот момент у компании Inctec там не были развиты так соцсети, не было сайта, мы все это помним прекрасно. И что послужило таким катализатором, что ты действительно поверила? Ну, я не знаю, наверное, какая-то женская интуиция, да, вот это как раз была у меня активная неделя, где я проходила собеседование. Это был четверг, я помню, или среда, мне пришло 2 оффера.
И они ждут от меня ответ, я говорю, подождите. А я прошла собеседование в Инктек. И вот как-то, прям сразу же, туда я прям уверена была, что я хочу. Если те компании изначально я думала, то я ждала оффер от Инктек, я его получила, и, конечно, в секунды, наверное, 10 я его, наверное, там примерно так и приняла. Вот, страшно было, но, опять же, да, то есть, боятся, все боятся, но вернуться есть куда. Поэтому почему бы не попробовать, почему бы не пойти, да, не переехать. Да, дом у меня есть, и в любой момент я могу туда уехать обратно. И это, я считаю, такой смысл не только там в плане там переехать, сменить компанию. То есть всегда можно вернуть все назад. И еще очень важное такое выражение есть, что не делается, все к лучшему. Вот, поэтому в моем случае все к лучшему. У тебя появилась кошечка прекрасная. Вот. Скажи, пожалуйста, как здесь по уходу за котами, не испытываешь ли ты каких-либо сложностей, как здесь с ветеринарными клиниками, и в целом нет ли проблем там с покупкой игрушек, где ты их покупаешь, с едой и так далее, с кормом для котиков? Нет, вообще никаких проблем нет. Давай, отвечу на твой вопрос и расскажу, какая есть проблема. У нас только одна. Ветеринара нет. У меня есть ветеринар, это местная, киприотка, но она русскоговорящая, поэтому мне комфортно с ней, мне ее посоветовали тоже, вот, как я раньше говорила, что по рекомендации, поэтому трудностей нет, видно, как она любит животных, это самое главное. Корм мы заказываем, то есть здесь полно зоомагазинов, что-то мы покупаем в местных магазинах, что-то через интернет заказываем, но все равно это с Никосии приезжает, там, условно, корм, все тоже вкусняшки, игрушки, всего хватает. Также, я не знаю, кто-то говорил, у нас есть шикарный магазин Джамбо, там есть все. Это место, куда ты приходишь за одной вещью, выходишь, не знаю, с PCT, наверное, и в том числе там много игрушек тоже для кошечки, и постоянно мы там что-то и покупаем. Вот. А минус, который есть у нас, это наши балконы, наши террасы. Если вспомнить, дома у нас, то чаще всего это застекленные, большие. То здесь, к сожалению, балконы не застеклены, поэтому она не может выйти и получить свежий воздух. И, соответственно, мы тоже не можем проветрить комнату, потому что она может выйти на террасу, а там куда-то убежать от меня. С какими сложностями ты столкнулась в первые месяцы пребывания на острове? Машина. Без машины сложно, да, поэтому либо готовься ходить, либо готовься тратить денежку на такси. Вот я занималась дайвингом, тоже я пошла буквально в первый месяц, и дайвинг далеко. И такси туда и обратно стоило мне 50 евро. Вот, это наверное, первая сложность, поэтому надо сразу машину брать. Вот. И, конечно, еще одна сложность – это миграционка. Миграционная служба. Я знаю, что это не только Кипр, это, мне кажется, все страны мира всегда там проблематично. И я тоже с этим столкнулась. Я приехала, мне там не хватает какой-то диджитализации, что ли. Мне дали листик маленький, и ручка написана 1. Я не поняла, что от меня хотят и что это за 1. И я пошла искать первый кабинет, первый этаж. И около часа я ходила и искала, что такое 1. Вот. Потом в итоге я увидела киприота, который говорит на русском. Я спросила у него, он говорит, так это твой номер очереди. Типа мой талончик. Я такая, класс. А уже где-то 10-й человек зашел. То есть, я была первым. Вот. В итоге нормально, прошла, все хорошо. Там, в принципе, все быстро было. И потом через месяц я приехала, тоже забрала свой пинг-слип, тоже быстро. То есть... наверное, это была сложность, я ее не забуду. Почему, Оля, ты в целом готова была уехать из страны, в которой ты прожила большое количество времени, которая была для тебя очень много лет домом? Во-первых, я была одна. То есть меня ничего не держало, да, то есть у меня не было ни отношений, ни детей, да, и как раз не было работы, то есть и тут поступило предложение о работе, да, с будущей релокацией. Поэтому почему бы и нет? То есть, почему бы не попробовать, я решила. Плюс Кипр достаточно, я посмотрела разные тоже YouTube-ролики, меня заинтересовало это место. Здесь большое русскоязычное комьюнити. То есть, я думаю, что в других странах я бы себя более дискомфортно чувствовала. А здесь везде с тобой практически говорят на русском. Тоже много украинцев, русских, белорусов, тоже это комфортно. Вот, поэтому как-то не было мне страшно. Какой совет ты можешь дать ребятам, которые плохо знают английский язык, но мечтают релоцироваться на Кипр? Или чтобы их релоцировала компания, как тебя? Какой совет? Наверное, с одной стороны, можно
рискнуть, приехать сюда и здесь поискать работу, потому что я работаю рекрутинг-лидом, да, в компании Inctec, и я нанимаю людей. И когда я вижу, что они находятся не на Кипре, да, я могу с ними не прокоммуницировать. Вот. Но если я вижу, что человек на Кипре, я с ним пообщаюсь. И очень важно, да, вот, чтобы переехать сюда и на месте уже искать работу, прийти на собеседование в офис, это будет плюсом. Вот. Если люди боятся рисковать, то, наверное, тогда, когда оставляйте отклики на вакансии, да, прям пишите готовность, что вы готовы ехать на Кипр, вы знаете, что такое Кипр, да, что у вас там есть все визы, Шенгена или все, что нужно, чтобы это сделать, чтобы рекрутер с вами пообщался. Наверное, это важно. Вот. Ну и что? И второе, учить английский все равно. То есть много компаний здесь, да, могут взять без английского, да, особенно если там IT-специалисты, да, это там, не знаю, дизайнеры. Но если говорить там о работе моего департамента, HR, рекрутинга, маркетологи, то это, конечно же, английский. Если у вас есть интересные истории о релокации, обязательно поделитесь ими в комментариях. Нам очень интересно их почитать, а возможно для кого-то они также будут полезными. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам за ваше внимание.